Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале, где легко, доступно и очень вкусно готовить. Смотрите, какие можно приготовить красивые, нежные, сочные пирожные из очень доступных продуктов, которые всегда есть у вас дома. Украсить их можно тоже по желанию. Можно добавить любые различные добавки, а вкус просто необыкновенный. И никто не догадается, из чего приготовлен этот десерт. Ну что ж, начнем. Возьмем большую чашку, добавим сюда 2 яйца, хорошенько размешаем. Затем добавляем сюда 1 стакан сахара и хорошенько все это взбиваем. Можно обыкновенным венчиком, чтобы сахар практически полностью растворился и появилась вот такая вот светлая желтая пена. Теперь очень важный ингредиент. Берем одну большую крупную свеклу, которую мы заранее отварили, и будем натирать ее на терке. Я натираю на крупной стороне. Выкладываем свеклу в яичную массу и все хорошенько перемешиваем. Ну вот, когда мы все перемешали, добавляем сюда 150 мл растительного масла. Можете, конечно, добавить или растопленный маргарин. А теперь будем добавлять муку в несколько этапов. В процессе добавления муки обязательно добавьте 1 чайную ложку соды. Муки нужно добавить в массу столько, чтобы тесто получилось гуще, чем сметана, и не растекалось на листе при выпечке. Ну вот, посмотрите, тесто уже готово для коржа. Оно вот такое вот не жидкое и не твердое. Оно хорошо будет у меня распределяться по всему листу. Ну вот, как-то так. Выпекается тесто очень быстро, 20 минут при температуре 190 градусов. Вот у нас уже корж испекся. Я решила сделать пирожное из 3 слоев теста. Поэтому мне нужно разрезать корж так, чтобы получилось 3 равных слоя. Ну вот, я его подровняла, отрезала все ровненько. Нам пригодятся вот эти все краешки. Складываем обрезки краешки в блендер и измельчаем до крошки. Но посмотрите, какая красивая крошка у нас получилась. Подготовленные коржи можно пропитать сиропом, но это, конечно, по вашему желанию. Возьмите кастрюльку, насыпьте сахар, добавьте сюда воды и проварите до растворения сахара. Затем нужно сироп немного остудить. При желании можно добавить коньяк или какую-нибудь интересную наливку фруктовую. Пропитываем коржи сиропом и можно сразу же смазывать сметанным кремом. Я отдельно в блендер выкладываю 350 грамм сметаны. Сметана у меня 20%. Затем добавляю сюда 3 ложки сахарной пудры. Я люблю не очень сладкие торты, поэтому сахарную пудру вы можете добавить, конечно, больше. И еще я забыла вам сказать, добавьте сюда цедру лимона. Это будет бесподобно вкусно. Ну, а теперь промазываем все коржи сметанным кремом. Сначала первый слой хорошенько, так, чтобы крема было достаточно много. Затем второй и третий корж я выкладываю, который у меня был из 2 частей. Смазываем сметаной и сверху посыпаем крошкой. Украшаем по своему желанию. Я просто сверху положила мармелад по количеству моих пирожных. Если, конечно, вы хотите, чтобы у вас был тортик, можно оставить его в таком виде. Разрезаем заготовку для пирожных на равные части. У меня получилось 8 штук. Довольно приличные такие пироженки получились. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если вам понравился этот десерт. До новых встреч! Удачи вам, друзья! Будьте здоровы!